После беспокойной ночи, которую устроил Трамп своими заявлениями, и Иран в ответ, закончилось все с утра следующими фактами, которые публикуются после заключения временного перемирия между США и Ираном, я так напомню. Ну, сейчас пройдемся чуть подробнее. Это на 2 недели они договорились с Ормузским проливом что-то решать. И уже после этих слов, после этого решения, сильнее всего отреагировал нефтяной рынок, обвалилось сразу на 13-18%. WTI, опустившись в диапазон 86-92 доллара, короче говоря, цены упали. Ну а теперь давайте пройдемся по тому, что звучало и как были приняты судьбоносные в каком-то смысле решения. Трамп заявил, что приостановил, ну тут достаточно много таких ироничных моментов, которые зачастую заканчиваются, ну как с Мадуро. Мадуро тоже там много иронизировал, сейчас он играет в большую крупнополитическую партию, где-то в настольные игры, где-то со своим сокамерником. Но это к слову, я к тому еще не поставлены, но как-то перевести дух можно. Трамп заявил, что приостановит удары по Ирану на 2 недели, если тот откроет Ормузский пролив. Президент США Трамп заявил, что готов остановить военные удары. США и Иран договорились, дальше идет новость, инсайдер ее опубликовал, о 2-недельном прекращении огня. США согласились на 2-недельное прекращение. Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил соглашение о прекращении огня. При этом в заявлении иранской стороны утверждается, что 10 пунктов, принятых Вашингтоном, включая снятие санкций с Тегерана, вывод американских войск с Ближнего Востока и принятие иранской ядерной программы. Ну, как-то вот мне кажется, что они опережают события, но на это тоже многие уделяют этому внимание. США, Израиль и Иран также публикуются, согласились на 2-недельное перемирие. План из 10 пунктов предусматривает снятие всех санкций. Первым о достигнутом прогрессе написал президент США. Дональд Трамп уточнил, что США получили от Ирана предложение из 10 пунктов. Почти все спорные моменты были согласованы между США и Ираном. 2-недельный период позволит завершить работу над соглашением. Ну, то есть Трамп немножко свои акценты ставит. Также публикуется: Израиль присоединится к прекращению ударов по Ирану на 2 недели, сообщили телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома. Президент США Дональд Трамп сообщил о согласии приостановить, тоже это публикуется. Короче говоря, этому очень много с утра было внимания уделено. Высший совет нацбезопасности Ирана заявил об исторической победе. Вот тут начинаются уже, конечно же, ну, что называется, пропагандистские высказывания в войне США. То есть Иран победил США. Звучит, конечно, мощно. Вашингтон, как утверждается, полностью согласился на иранские предложения из 10 пунктов, хотя из выражений высказывания Трампа как-то не совсем однозначно это вроде как проистекает. США обязуются выплатить, но, собственно говоря, они танцуют танцы с бубном вокруг того, что они победили Соединенные Штаты Америки. В Белом доме эту информацию не комментировали. Агентство ТАССНИМ пишет, что переговоры Ирана и США пойдут в Исламабаде для согласования деталей и подтверждения политических достижений. Ну, тогда, как говорится, уже и говорить. Дональд Трамп заявил о победе США. Вот любопытно, что Трамп говорит, что он победил. Иран в Тегеране заявили о победе уже над США. То есть они всех победили. А люди, наверное, спят одним глазом, потому что все это как-то отражается на ударах по мирному населению. Еще раз, да, какие боевые действия не велись. Первое, что начинает происходить, это, ну, собственно говоря, страдают люди, не втянутые в сам конфликт. То есть те самые безоружные, те самые мирные, те самые не военнослужащие. Короче говоря, вот такая сводка. Нефть, ну то, что и должно было произойти, она возвращается в какие-то свои более-менее реальные цены. Также, наверное, от себя есть смысл добавить, что у Трампа часто так происходит, что у него как-то вот все-таки первое слово, оно дороже всех остальных, но все остальные бывают, ну, просто все, что попало. То есть и так скажет, потом так скажет, но первое слово, то, что он сказал, Ормузский пролив, он поддерживает оппозицию, которая просто люди, по которым стреляют во время демонстраций. Я не думаю, что Трамп это все забудет, хотя не знаю, посмотрим, будет это историческое тогда событие. Ну и на самом деле отложить на 2 недели это скорее... Ну, это скорее отложить на 2 недели, потому что здесь сейчас, ну, как-то вот что надо делать, наверное, для этого еще не пришел момент. Опять же, что в голове у Трампа, он зачастую идет на переговоры, больше того, это практически всегда так происходит. Он говорит, все, там, отложили, так, давайте разговаривать, давайте переговаривать, потом забудет, уйдет куда-то в другую сторону, а там, где он, типа, отложили, типа, он на все повелся, вдруг бах,
там то Мадуру украдут, то спецоперацию в Латинской Америке какого-то синдиката ликвидируют. Хотя он уже говорит про какие-то новые территории, на какие-то там про Канаду говорит, а здесь Мадуро едет, становится релокантом. В новые интересные миры погружается. Поэтому у Трампа есть слова, а есть конкретно поставленные задачи и конкретные его интересы. Честно говоря, мне пока не попадалось так, чтобы он в неожиданный момент не вернулся к решению своих вопросов, если они не сдвинулись с места. Просто в политической риторике такое часто бывает во всех странах, когда, ну как бы, вот поговорили, забыли и стараются забыть. А у Трампа бывает такое, что он раз и вернулся. То есть он как бы такое впечатление, что он не забывает. Ну, вот у меня складывается такое впечатление. Хотя не знаю, опять же, пишите со своей стороны, может быть, напоминайте, я мог проскочить. Я все-таки через призму криминальных событий. По мафии он наносит удары очень серьезные, ощутимые, больше того пообещает. Потом, как и было сказано, о чем-то другом поговорит, а потом все равно врежет. Потому что мафия все равно отступать не будет. И, наверное, он это понимает. Потому что можно поиграть в переговоры, но кулак занесен, и он у него редко опускается в карман. Чаще на нос того, кому он сказал, там, исчезни, прекрати. Преступник больше не совершает преступления. Ну, преступники думают, что они поиграют в слова, и как бы все на этом закончится. Но вот пока что опыт показывает, что не заканчивается. С Ираном также, да, надо поставить, наверное, акцент на том, что, ну, как бы вопрос совершенно не закрыт, и погибшие демонстранты были, и обещание Трампа за них заступиться, либо отомстить, оно как бы между строк все время читается. И вот эти 2 недели, они это скорее, вот на мой взгляд, между строк надо прочесть то, что не сию секунду. Когда, что будет дальше, думаю, надо следить за новостями. Если хотите следить вместе, кнопка подписаться знаете где. Это и каналу помогает, и продвигает, и новых зрителей нам, которые, может быть, что-то больше знают, притягивает, и которые зачастую в комментариях очень неплохие свои рассмотрения дают. Да, то есть не те, которые уже общеприняты, такие говорилки, и крупные блогеры зачастую говорят какие-то стандартные вещи, которые иногда не поймешь. Поэтому я призываю вас всегда говорить, и давно это всегда я делаю ставку на зрителей. Зачастую больше и интереснее именно в комментариях можно увидеть. Так что там мы увидимся, друзья мои, берегите себя, ситуация такая сложная, несложная, скажем так, я бы назвал вот данную конкретную по Ирану подвисшая. Пока что подвисшая, а там будем посмотреть. И увидимся.